На Фейсбуке только и разговоров, что о новых санкциях. И не только там, конечно. На фоне подъема курса доллара оглушительный хор, исполняющий оперетту «Ну вот и все», старается перекрыть голоса тех, кто не склонен к скоропалительным выводам. Но нашу песню не задушишь, не убьешь. Давайте отбросим истерические кричалки и взглянем, что именно собирается предпринять Вашингтон против России и чем это нам грозит. Ну, поехали. Вот о чем идет речь в законопроекте, которым размахивают американские законодатели, выкрикивая, что надерут всем нам задницы. Подготовленный сенаторами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардином текст начинается фактически с обращения к президенту Дональду Трампу. В частности, его призывают поддержать усилия по противодействию вмешательству со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране. Второе пожелание – публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины, а также призвать отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов. В этом пункте речь идет также об оккупации и поддержке сепаратистов на территориях Грузии и Молдавии. Еще одно требование, опять же, президенту Трампу – призвать Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада, который, по мнению авторов законопроекта, продолжает совершать военные преступления. Так, погодите-ка, это против кого законопроект? Против России или против президента США? Из имеющихся данных выходит, что главная цель инициативы американских сенаторов любой ценой не дать Трампу снизить напряженность в отношениях с Москвой. То есть фактически они действуют по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Но ничего нового законопроект не содержит. Он лишь увязывает в один пучок укропа все санкции, которые уже были введены против России ранее, как бы кодифицирует их. Ну и на здоровье. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Однако это здравая позиция, наследование которой многие бэкалки-истерички, выполненные в форм-факторе взрослых мужиков, просто не способны. Яркое тому доказательство – повышение курса доллара. Заметьте, еще ничего не изменилось. Американский законопроект не принят, а курс уже пополз вверх. Объясняет это тем, что инвесторы пугливы. Но не только. Приводят и другие аргументы. Вот что пишет либеральное издание «Коммерсант». Ситуация на рынке такова, что против рубля работают сразу несколько факторов. Его ослаблению способствует и конвертация дивидендов крупнейших российских компаний. Сам сезон дивидендных выплат 2017 года завершился в июле выплатами по акциям «Газпрома» и «Сургутнефтегаза», соответственно, на 190 миллиардов рублей и 28 миллиардов рублей. В конце июля аналитики называли продажу валютной выручки под выплаты дивидендов одной из причин укрепления курса рубля до 62 рублей за доллар. Теперь начался обратный процесс. Факторы, значит, объективные. Ну-ну. Вот вам еще объективных факторов, на которые обратил внимание мой коллега Владимир Корнилов. Меня спрашивают о причинах проседания рубля. Понятно, паника вокруг санкций из ада сыграла свою роль, но обратите внимание, как накануне за деньги на правах рекламы эту панику продвигали в соцсетях открытые медиа Ходорковского. То есть он платит за распространение паники. Вывод очевиден. Мы имеем дело со спланированной атакой. Не нанесут санкции нам никакого вреда, если только толпы инвесторов не уверуют, что нанесут, и не ломанутся валить рубль, что мы и наблюдаем сейчас. Впрочем, это ведь не первый раз, и пора бы давно привыкнуть. Помните прогнозы доллар по 80, доллар по 200? Где их авторы сейчас? Не икается ли им уже несколько лет? Точно в то же место отправятся авторы свежих прогнозов, потому что никаких объективных причин для падения курса рубля нет. И вменяемые СМИ, не склонные к либеральным истерикам за деньги Ходорковского, об этом пишут. Опасаться девальвации не стоит. Как это часто бывает на биржах, после пары дней распродаж инвесторы успокаиваются, и курсы возвращаются на прежний уровень. Тем более, что других негативных факторов на горизонте нет. Во-первых, цена на нефть до сих пор держится выше 70 долларов. Во-вторых, у нас накоплены огромные международные резервы. В кубышке Центрального банка сейчас 460 миллиардов долларов. И если потребуется, часть этих денег могут пустить на рынок, чтобы сгладить колебания валютного курса. И в-третьих, вряд ли Конгресс США захочет идти по жесткому сценарию. Скорее всего, санкции, как это не раз бывало, под давлением американского бизнеса, имеющего большой вес в заокеанской политике, смягчат. Обратите внимание на пункт в-третьих. Ведь помимо санкций со стороны Конгресса, Госдеп объявил о том, что еще раз накажет Россию за highly likely отравление Скрипалей.
Как накажет? О, это феерия. В частности, речь пойдет о запрете на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. При этом России выдвинули ультиматум. Если она не предоставит Вашингтону убедительных гарантий неприменения химического и биологического оружия, то последуют новые санкции. Среди них снижение уровня дипломатических отношений, жесткое ограничение экспорта и импорта, а также приостановка полетов в США компании «Аэрофлот». Давайте по пунктам. Они хотят снизить уровень дипломатических отношений. Хорошо, пусть отзывают посла. Нам-то что? Всю недвижимость, которая была у МИД России в США, уже тупо и нагло отжали. Они бы и рады нарушить еще одно международное соглашение, но больше отжимать нечего. Вам американский посол в Москве нужен? Но лично мне нет. Второй пункт – жесткое ограничение экспорта и импорта. Ну и какие товары, связанные с национальной безопасностью, мы у них на государственном уровне покупаем? Да никакие. Это они покупают у нас ракетные двигатели и авиационный титан. И те американские производители, которые покупают у нас жизненно важные для себя комплектующие, имеют мощнейшее лобби в Конгрессе. Так что эти престарелые клоуны вроде Маккейна вряд ли дадут Госдепу развернуться. Третий пункт. Приостановка полетов Аэрофлота в США. Погодите-ка, где-то я это уже слышал. Да вот же, в апреле было. Аэрофлот может отказаться от прямых рейсов в Штаты. Причина в том, что Вашингтон намеренно затягивает сроки выдачи виз пилотам и членам экипажа. Авиаперевозчик уже обратился за помощью к дипломатам и в Минтранс. То есть Америка выпендривалась, наша компания сама хотела отменить рейсы, но вашингтонский фраер сдал назад. Как это тогда повлияло на курс рубля? Да никак. Так почему это должно привести к девальвации сейчас? То есть вы видите, когда мы начинаем углубляться в тему, копать чуть дальше истерических заголовках, то все эти якобы новые крутые санкции уже не выглядят двойным ударом в стиле древнего боевика с Ван Даммом, а выглядят жалкой попыткой дряхлеющего гегемона использовать для давления на Россию хоть какие-то рычаги. Ну пусть давят. Они в силу ограниченности умственных способностей не мыслят дальше двухходовых комбинаций. То есть не понимают, что, задействовав эти рычаги, в перспективе лишают себя возможности их использовать, как это уже было с кучей других рычагов. Если я, вы и миллионы наших сограждан завтра в панике не ломанутся скупать доллары, то курс рубля не просядет. Именно на устройство паники и рассчитаны все эти громкие заголовки и натужное кукареканье. Сохраняйте спокойствие. И вскоре мы увидим очередную серию причитаний путин-слильщиков, когда рубль снова пойдет вверх, а санкции внезапно окажут на нашу страну эффект, прямо противоположный ожидаемому вашингтонскими политическими старперами.